Сейчас, глядя на обветшавшие фасады и разбитые окна, трудно представить, что этот заброшенный замок был построен по указу самого Наполеона III. Он являлся подарком для бельгийского генерала, в детстве изгнанного из Франции, но с годами не растерявшего любовь к своей малой родине и горным пейзажам. Этот генерал однажды совершил очень значимый для Наполеона поступок – защитил его от разъяренной толпы. Потомки последних владельцев не смогли содержать замок, и случилось страшное. Сюда забрался скваттер, оккупировавший замок и его территорию, и желающий любым образом присвоить себе владение. Длительная судебная история привела к печальным последствиям. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунд и проект об исследованиях заброшенных мест Follow the Ghosts. Сегодня мы с вами отправимся в одни из красивейших французских гор Пиренеи, чтобы разгадать историю очередного заброшенного замка. В контекст его истории я уже ввела в самом начале этого видео, чуть позже расскажу о основных действующих персонажах. Но давайте сначала посмотрим сам замок. Это январское утро выдалось довольно морозным, но мы бодро шли к заброшенному замку своей небольшой компанией через раскинувшийся по холму сад. То и дело нам попадались свидетельства былой заботы о нем, торчащий из кустов садовый инвентарь, машина для садовых работ и даже отдельно стоящий домик в 3 этажа, изначально предназначавшийся для проживания помощников по хозяйству. Пожухлую траву облепил иней, остатки снега хрустели под ногами. И вот мы оказались у самого замка, вытянувшегося одной из башен как можно выше к небу. Настоящий сказочный домик посреди замерзшего сада. Его панорамные окна и терраса выходили на раскинувшуюся под холмом долину, заполненную городками и маленькими деревнями. На когда-то застекленной веранде зияли пустые рамы. Стекла в них разбили нарочно, просто ради удовольствия. Заасфальтированная терраса перед домом обвалилась, обнажив вход в подвал. Мы осторожно прошлись по ее краю, слегка улавливая поднимающийся снизу запах сырости. У стен замка сиротливо ютилась собачья будка, последняя охранница покинутого дома. Замок пронизывало сквозняком из-за выломанных дверей и окон, и свежий горный воздух заполнял полупустые помещения. Он разбросал по полу листы бумаги, играл с оставленной занавеской, стучал незакрытой ставней, заставляя дом звучать, словно он сам, живой и забытый, вздыхал от одиночества. Вещей и мебели на 1 этаже и правда сохранилось не очень много. Было видно, что кто-то все это старательно отсюда вывез. Особенно бросились в глаза совершенно пустые шкафчики на кухне. В замке остались лишь ненужные предметы да мебель. И огромная пианино в гостиной на 1 этаже. Следы на полу красноречиво говорили о том, что его несколько раз передвигали. Вместо нот на подставке для них разместили обычную художественную книгу. Видимо, в замке устраивали фотосессию и не очень сильно заморачивались с деталями. Плотные болотно-зеленые шторы до сих пор остались висеть на окнах, повязанные держателями с кисточкой.
Широкие пальмовые листья из заросшего сада с каждым порывом ветра настойчиво просились, чтобы их пустили внутрь. Часть цветастых обоев с рисунками отодрали от стен, а огромное зеркало над камином и вовсе сняли и вместо него поставили зеркало поменьше и с потрескавшейся рамой. Старенькая изящная мебель в виде длинного дивана и 2 кресел на удивление уцелела и осталась стоять на местах. Мы обратили внимание на 3 картины на одной из стен. 2 из них, расположенные по бокам, словно бы были копиями одного и того же сюжета, но нарисованные разными людьми. Остальные комнаты первого этажа были пусты, не считая стоящих по разным концам помещения стульев и кресел. Они также остались никому не нужны. Два этажа соединялись между собой красивой и широкой лестницей, покрытой ковровой дорожкой. Тут же был и основной вход в замок. Высокая дверь, теперь завешенная цепями. На ней изнутри мы насчитали 4 замка и 1 шпингалет. Удивительно было увидеть это в контрасте с настежь открытыми и застекленной хиленькими дверьми в сад по всему первому этажу. Второй этаж занимали спальни и ванные комнаты. Здесь также сохранилось немного мебели. Правда, на сей раз более пострадавшей от вандалов. Сломанные ножки у кровати, потерпевшие не один удар с ноги покосившиеся шкафы, разодранные матрасы, подерганные со стен обои и несколько надписей баллончиками. На самом деле, только одна из спален полностью сохранила свое убранство, включая даже трюмо и небольшой складной столик, что уж говорить о кровати с шикарной высокой спинкой. Она была самой большой из всех прочих, и мы справедливо предположили, что комната была хозяйской. Рядом находилась и предназначавшаяся для нее ванная, выполненная в голубом цвете. 2 соседние комнаты были поменьше, одна совершенно пустая, в другой сохранилась низкая детская кроватка. Скорее всего, тут спали дети этой семьи. Их было как раз 2. Об этом говорил и умывальник в расположенной между ними ванной комнате, рассчитанной сразу на 2 персон.
Третий этаж располагался прямо под крышей и по площади был гораздо меньше. Чтобы попасть туда, нужно было пройти по винтовой лестнице, расположенной в башне и запрятанной от любопытных глаз небольшими неприметными дверками. Тут находилось еще несколько комнат, в каждой из которых осталось по лежащему на полу матрасу. Только одна из комнат имела настоящую кровать и была более-менее заставлена другой мебелью. Видно, что именно эти помещения когда-то сквотировались. Матрасы выглядели полежанными и грязными, а вокруг валялся нанесенный мусор и упаковки от еды и алкоголя. Здесь также осталось много документов и фотографий бывших владельцев, которые они почему-то не забрали. Даже довольно личные, теперь расставленные скваторами на видных местах. Бумаги и одежда валялись на полу, затоптанные незваными посетителями. Комната с кроватью сохранилась лучше всего. Цвет ее стен и покрывала был приятно зеленого оттенка, добавлявшего месту благородства. На камине мы опять нашли две похожие картины, стоящие бок о бок. На этот раз с домиком у моря и двумя безмятежно проплывающими парусниками. Скорее всего, дети этой семьи оба учились рисовать и срисовывали одинаковые пейзажи, а родители после добавляли их работы в рамки и расставляли или размещали по дому, подбадривая тем самым начинающих художников. Винтовая лестница, по которой мы сюда поднялись, пронизывала дом от крыши до подвала. Si tu veux passer, vas-y. И если на крышу мы заглянули лишь мельком, то подвал рассмотрели повнимательнее. Как и в большинстве замков и особняков, здесь располагались технические помещения, комната для хранения вина и пространство для складирования вещей, которые однажды могли еще пригодиться. Замок оказался довольно скуден на интересные находки, но довольно интересен по своей планировке и архитектуре. Как, должно быть, приятно было раньше проводить здесь время.
Было очень жаль обнаружить это величественное здание в таком состоянии. Когда смотришь на все эти бессмысленно разбитые окна, то сразу представляешь, в какую копеечку обойдется поставить хотя бы одно новое. А тут теперь работы на долгое время и толстый кошелек. Ну и, конечно, вандализм сильно ослабляет шансы заброшенного здания быть купленным. Учитывая внешний вид, огромную территорию и расположение, можно догадаться, что замок принадлежал не простому человеку. И это действительно было так. В Бельгии ему поставлен памятник, а в Брюссельском музее висит его портрет. Давайте послушаем его историю. Пьер Шазаль, будущий политический и военный деятель, родился в городе Тарп во Франции и с самого детства был окружен красотой горных пейзажей. Он был единственным из 6 детей в семье политика Жана Пьера Шазаля, который смог построить себе блистательную карьеру и сыграть роль в жизни нескольких стран. Его отец принял участие во французской революции, но с падением Наполеона вынужден был срочно бежать из Франции в 1816 году. Семья переехала в Бельгию, а их имущество было конфисковано. Пьеру тогда исполнилось 8 лет. В Бельгии он сначала обучался в школе коммерции в Брюсселе, ведь новым семейным делом стало содержание магазина с парижскими товарами. В 1829 году он женился на Анне Терезе Элизабет Граф, дочке торговца тканями из города Вервье, с которой впоследствии у них родилось 4 сына, каждый из которых стал офицером. С супругой они стали вместе заниматься магазином в партнерстве с неким Эрнестом Грегуаром, французским беженцем, пока в 1830-м не началась Бельгийская революция, и Грегуар не сбежал обратно во Францию, оставив бизнес. Таким образом, Пьер остался без работы и оказался в центре решающих событий становления независимой Бельгии, и это стало его отправной точкой в бельгийской армии и политике. После наполеоновских войн по решению Венского конгресса в 1815 году Бельгия, бывшая раньше в составе Франции, теперь вошла в состав Объединенного Королевства Нидерландов. Однако политические, культурные и экономические различия между южными провинциями, нынешняя Бельгия, и севером, современные Нидерланды, привели к растущему недовольству. Вдохновленные восстаниями во Франции, бельгийцы также начали бороться за свои права и идентичность. Пьер был с ними на одной волне и вступил в гражданскую гвардию, сражался в боях сентябрьских дней, участвовал в столкновениях с голландской армией и сыграл важную роль в организации молодой национальной армии. Так, за свои заслуги и выдающиеся действия, в конце 1830 года он стал командующим бельгийской армией. Его путь оказался стремительным и блестящим, от рядового офицера до вершин военной и политической власти. В 1831 году Бельгия получила статус независимого государства и короновала своего первого монарха, Леопольда I. В 1946 году Пьер стал адъютантом короля Леопольда I, а затем служил при его преемнике Леопольде II. За верную службу он получил наследственный титул барона, дважды возглавлял военное министерство, получил звание генерала и пост государственного военного министра, высшей чести для деятеля того времени. Кстати, именно Пьер Шазаль присутствовал от имени бельгийского короля на коронации царя Александра II в Российской империи. Но даже несмотря на все это, бельгийское гражданство он получил только в 1944 году, оставаясь до этого в статусе французского беженца. После его назначения на пост государственного министра в 1866 его отправили на миссию во Францию, Баварию, Пруссию и Австрию для изучения организации их армий. Именно тогда он вновь вернулся в регион своего детства, французские Пиренеи, где впервые встретился с Наполеоном III и завязал с ним дружественные и уважительные отношения. Шазаль восхищался Наполеоном за успешное начало его политики, победу в Крымской и Австро-Итало-Французской войнах и, конечно же, хотел узнать секреты, приведшие его армию к такому результату. Наполеон III тогда страдал от болезни почек и приехал за их лечением в горный район страны, известный целебными источниками, где можно было поправить свое здоровье. В первый свой визит к нему Пьер так лично его и не увидел. Вместо этого к нему вышла его супруга, императрица Евгения, и Шазаль в своих воспоминаниях описывает ее как женщину гораздо более умную и сведущую в предмете, чем многие министры и большинство государственных деятелей, словно бы она уже была готова принять на себя роль управления страной. Они обсудили организацию и перспективы французской армии. С самим императором Шазаль познакомился только спустя некоторое время, когда тому полегчало. У них было несколько встреч, и оба прониклись друг к другу уважением и симпатией.
Так однажды, как повествует легенда, Пьер Шазаль и Наполеон III прогуливались верхом в окрестностях города По с видом на цепь Пиренейских гор. Видя любовь бельгийского гостя к своей малой родине, император предложил Шазалю построить ему тут красивый дом и таким образом снова почувствовать связь с родной землей. Пьер принял предложение и на место для своего будущего замка в Пиренейской цепи просто указал пальцем. Затем мужчины совершили длительную конную прогулку, чтобы посмотреть эту землю. Вскоре началось строительство, и прекрасный особняк с изящной смотровой башней появился на горизонте. Но вдохновленный чередой успехов, в последующие годы Наполеон III будет совершать одну неудачу за другой. Шазаль, будучи приближенной фигурой и важным советником для бельгийского и французского монархов, также начнет чувствовать собственную ответственность за эти ошибки. Уставший от службы и все чаще случающихся промахов, он предпринят несколько попыток уйти в отставку, и очередным его искренним и справедливым советом молодому королю Леопольду II будет совет найти кого-то помоложе и активнее на свое место. Новому времени нужны новые люди, скажет тогда Пьер королю. На этот шаг его во многом подтолкнула неудачная война Франции с Мексикой 60-х годов, где погиб один из его сыновей и от которой он ожидал иного исхода. Люксембургский кризис и угроза войны Франции с Пруссией все больше подрывали веру Шазаля в светлое будущее для Бельгии и Франции. Но уйти в отставку ему так и не дали. И в последний раз Шазаль проявил себя как военный во франко-прусской войне 70-71 годов, являясь командующим мобилизованного бельгийского корпуса на стороне Франции. К сожалению, этот конфликт закончился позорным поражением Наполеона III и падением его империи. Пруссия же объединила германские земли в единое государство, а также получила контроль над Эльзасом и Лотарингией и значительную денежную контрибуцию от Франции. Наполеон вынужден был сдаться в плен, и именно Шазаль сопровождал заключенного императора во время его трансфера через Бельгию от города Буйона до Вервье. В последнюю ночь этого путешествия они остановились в гостинице под названием «Отель du Chemin de Fer» рядом с железной дорогой, где утром император должен был сесть в поезд до Германии. В этой гостинице Наполеон продиктовал генеральным офицерам из своей свиты отчет о последней проигранной битве в прусской войне. Протокол этого отчета он доверил в руки Шазалю, взявшего на себя задачу передать его в целости и сохранности в ведущие издания страны. Эта статья должна была отбелить императора и поменять общественное мнение в пользу проигравшей империи. Молва о том, что Наполеон остановился в этой гостинице, молниеносно разнеслась по городу, и утром перед ее главным входом собралась недовольная толпа, выкрикивающая оскорбления и угрозы императору. Люди плотно заслонили собой проход до станции. Тогда к ним вышел Шазаль и жестом дал понять, что хочет выступить. Толпа замолчала, и он в нескольких словах попросил об уважении, подобающему столь великому несчастью. Это спокойное и твердое выступление утихомирило собравшихся, и люди расступились и проводили императора и его спутников к вокзалу уже с сочувственными криками. Перед отправлением поезда Наполеон III поблагодарил генерала. Это стало их последней и самой значимой встречей. Шазаль окончательно переехал во Францию в свой новый замок в 1975 году, продолжая поддерживать переписку с королем Леопольдом и по-прежнему оставаясь его советником. Но теперь он уже вел спокойную и размеренную жизнь, писал мемуары и в компании супруги наслаждался жизнью в горах. Спустя 17 лет, в январе 1892 года, их обоих не стало в один и тот же день. Как оборвалась их жизнь, мне, к сожалению, узнать не удалось. Но знаю только, что супруга пережила Шазаля на несколько часов. Довольно удивительный факт, не правда ли, умереть в один день? Замком продолжили владеть потомки пары. Напомню, у них было 4 сыновей, один, как вы знаете, погиб, но остались еще 3. И кому-то из них с его семьей замок и стал принадлежать. Подробностей, к сожалению, найти тоже не удалось. Зато мне известна история замка, начиная с 1959 года, когда его выкупила новая семья. Это был замок моей мамы, вспоминает в интервью одной французской газете последняя владелица замка, Мари. Мой отец купил его для нашей семьи в 1959 году, мне тогда было 9 лет. Мама обожала это место.
она навела и поддерживала тут уют до конца своих дней. Каждый год, в День всех святых, она даже приходила на могилу генералу Шазалю, чтобы возложить ему цветы в благодарность за этот прекрасный дом, который он построил. В семье их было 4 – родители и 2 детей – Мари и ее брат. На территории замка жили садовники и помощники по дому, ведь здание и 21 гектар сада требовали постоянного ухода и поддержания. Родителей не стало в 2010-х годах, а их дети не смогли продолжить заботиться о своем огромном доме. Он все больше ветшал и приходил в негодность, и, воспользовавшись тем, что тут никто больше не жил, в замок залез и обустроился на его территории скватер. Он занял и отремонтировал для себя одну из пристроек около замка. Этот скватер даже поменял замки на дверях замка, а к воротам приставил охранника с собаками, которому платил за то, чтобы тот не впускал к себе домой старых хозяев. У него был план таким образом, используя лазейки в законах, стать полноправным владельцем территории. Первое, что сделала хозяйка-наследница Мари, когда узнала о вторжении, это отключила на территории электричество, что сразу же затруднило жизнь нежеланному гостю. Но он по-прежнему держал оборону и даже заполнял территорию парка нанесенными сюда вещами и отходами. К счастью, это оказался тот случай, когда сквотируемое здание удалось вернуть настоящим владельцам. Правда, стоило им это нескольких лет судов и колоссальных стрессов. Из-за длительности судебного разбирательства замок лишился какого-либо ухода, отопления и совершенно обветшал. Стоимость восстановительных работ в 2-3 раза превысила стоимость самой недвижимости. Конечно, таких средств у наследников, работающих на обычных должностях, не было, и они выставили здание на продажу. Только вот покупать кота в мешке тоже никто не торопился. Постепенно сюда начали лазать вандалы, скучающая молодежь и другие скватеры, что можно заметить по используемым кроватям, ящикам от пива и прочему нанесенному мусору, все больше сводя к минимуму шансы здания быть когда-либо купленным. Вот таким мы и застали замок во время нашего путешествия в Пиренейские горы. Конечно, работы здесь предстоит много, стоимость всего этого даже сложно представить, но будем надеяться, что найдется еще один человек, как генерал Шазаль, как мать нашей последней героини Мари, который влюбится в замок и не пожалеет ни средств, ни времени на его восстановление. Спасибо вам, друзья, за просмотр этого эпизода. Надеюсь, вы не уснули во время исторической справки, потому что, я признаюсь, мировая история с ее войнами и конфликтами – это мое слабое место, и я провожу довольно много времени, чтобы во всем этом разобраться, выделить главные детали, а потом составить для вас доступный рассказ. Вот такая вот небольшая рабочая ремарка. Добавляйтесь к нам в блог на Бусти. Напомню, что там мы выкладываем всякий эксклюзивный материал про заброшки и не только. И там также будут дополнительные материалы и по сегодняшнему сюжету. Также покупайте нашу книгу про истории заброшенных мест, добавляйтесь к нам в соцсетях. Все ссылки будут в описании к данному видео. Нам очень приятно было поделиться с вами этой историей и надеемся, она вам понравилась. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. Ну и, конечно, подписывайтесь, если вы еще не с нами. Будем исследовать заброшенные места вместе. А на этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих эпизодах. Пока!